В этом выпуске – сумасшедшая конкуренция среди российских фигуристок. Это и будет настоящей пекинской репетицией. Алина Загитова привела фанатов в восторг. А теперь обо всем по порядку. Щербакова, Валиева и вся толпа наших звезд, на одну несчастную Кихиру. При всей сумасшедшей конкуренции среди российских фигуристок в последние годы, такой толпы реальных кандидаток в сборную, а значит и на пьедестал февральских игр в Пекине, как сейчас, у нас не было никогда. 3 призера последнего чемпионата мира, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, 3 суперюниорки, как раз к олимпийскому сезону преодолевшие 15-летний ценз ИСУ, Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых, и вдобавок Алена Косторная. Полупропустившая минувший сезон из-за болячек и беготни от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко и обратно, но остающаяся действующей чемпионкой Европы и владелицей 2 мировых рекордов. Неудивительно, что при таком столпотворении звезд героини предыдущего олимпийского цикла Алина Загитова и Евгения Медведева не спешат возвращаться в большой спорт. На кой им это нужно, чтобы проигрывать? В перечисленной выше великолепной семерке выделяются Щербакова и Валиева. Первая занимает трон сильнейшей фигуристки мира, вторая сделала весомую заявку на него еще до перехода во взрослую возрастную категорию, совсем как Загитова перед Пхёнчханом 2018. Правда, чемпионат России 2020 Валиева с Щербаковой проиграла, но то уже была битва на заоблачном уровне. А вскоре Камила поднялась еще выше, на коммерческом кубке Первого канала, первой в истории выдала 2 чистых проката с 4 суперпрыжками. Пара тройных акселей плюс пара четверных тулупов. И получила невиданную доселе сумму. На 22 балла превосходящую мировое достижение Косторной, 269,44. Назревает новая версия загитовско-медведевской эпопеи. Опыт против молодости, сложность против еще большей сложности. Опять внутри лагеря Тутберидзе, коему принадлежат 6 из 7 претенденток на поездку в Пекин. Впрочем, на тему кто круче, Щербакова или Валиева, мы с вами успеем поговорить еще 1000 раз. А пока обратимся к остальным, тем, кто мечтает составить им компанию в сборной и стать 3-й российской участницей игр 2022. Главный джокер – Алена Косторная. С Трусовой все понятно. Прыгнет в декабре на чемпионате России 2-3 четверных на плюс. Будет в Пекине. Нет, тогда и суда нет, съедят. Еще сложнее придется Туктамышевой, которой перед домашним питерским чемпионатом страны исполнится 25 лет. Чтобы не стать жертвой молодых фигуристок, ей надо кровь из носу делать максимальные 3 трикселя. Четверной тулуп. Во-первых, не шибко верится, а во-вторых, это все равно мало что изменит. Если Туктамышева и рискнет пойти на квад в произвольной программе, то наверняка будет делать его вместо одного из акселей, но не вместе с обоими. А такой вариант почти не отличается по стоимости от тройного акселя. Идем дальше по списку. Усачевой тоже нужно подключать аксель в 3,5 оборота, до сих пор скрывавшийся на тренировках. Иначе беда, без элементов ультра-си, только на чистоте с хореографией в эту сборную не въедешь. Хромых придется повторять свой подвиг с февральского финала Кубка страны, где она удивила 2 чистыми четверными. И это как минимум, сейчас даже такого проката запросто может не хватить. Наконец, главный джокер – Косторная. С ней совершенно ничего не ясно, и диапазон возможных результатов здесь огромен. От полного провала до триумфального возвращения в сборную. Разумеется, для последнего надо полностью восстановить триксель. Кто может отобрать у наших золото в Пекине? Если честно, то очень похоже, что никто. Хотя на всякий случай, чтоб не сглазить, я все-таки выделю одну фигуристку, которой россиянкам стоит опасаться. Это Рика Кихира. Да-да, та самая Кихира, что уже 3 года пробуется на роль зарубежной угрозы номер 1. Но кроме далекого финала Гран-при 2018, так ничего у наших и не выиграла. Оба чемпионата мира японка вообще провалила с треском. Домашняя Сайтама 2019, 4-е место,
Недавний Стокгольм 2021, 7. Надоело неинтересно? Так где ж других, интересных соперниц взять, ежели их просто не существует в природе? Была надежда на Алису Лю из США и Янг Ю из Кореи, так те за прошлый вирусный сезон резко растеряли свою шустрость с прыгучестью. На прошлой неделе обе катались в Бостоне и, мягко говоря, не потрясли. Лю запорола единственный триксель и еле-еле перелезла через отметку 200 баллов, а кореянка и вовсе вытерла собой весь каток, за что получила унылые 182 балла. Еще есть классные специалистки по тройным вроде Каори Сакамото и Брейди Теннил. Но их потолок – 230 за 2 программы, а Щербакова с Валиевой в Пекине должны разбираться где-то в районе 250 или даже выше. В такой космос любой кихири без скафандра дорога заказана. В общем, стучим через плечо, плюем по дереву и ждем победного олимпийского турнира. Хотя это слишком долго, терпежа не хватит. Лучше ждем 11 сентября, когда в Челябинске начнутся контрольные прокаты сборной России и мы, даст Бог, впервые увидим всю великолепную семерку наших девушек на одном катке. Это и будет настоящей пекинской репетицией. Thank you.